Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре китаец второго левела, проходная ветка, ВАЭ Тайп Б, легкий танк с интересной пушкой, это преимущество этого танка. Ну, сегодня все и по порядку, давайте разбирать. Сначала предлагаю сходить посмотреть бронирование ВАЭ Тайп Б. Погнали. Броне смотрим быстро, я думаю, сейчас вы поймете почему. НЛД 16, центральная часть корпуса 12, ВЛД 10, люк мехвода 5, подбашенная 12, маска 25, щеки башни 21, боковое бронирование у нас 12. Все, это настоящий легкий танк без брони. Так, по броне выяснили, нас пробивают абсолютно все. Абсолютно все вторые левела, мы про третьи вообще молчим. Давайте смотреть, может быть у нас что-то тут все хорошо. Вот, да, и у нас тут действительно все хорошо. У нас второй левел танка, а пушку мы можем максимальную поставить от 4 уровня, барабанную на 4 снаряда с альфой 45. Пробитием 49 основных снаряда, 71 голдой. Разброс, правда, не самый лучший у пушечки, да, 0,45. Вот, 1,9 комфортное время сведения. Время полной перезарядки 8 секунд. 8. Так, зачем я вышел? Стоп. Нет. Вот. С точки зрения остальных модулей, ребят, на младших уровнях прям 100% сильно не вдавайте. Чтобы поставить топовую пушку, вам нужна топовая башня. Это не обсуждается. Подвижность у танка, я уже на нем ездил, полный кусок дерьма. Как бы это ни странно. Да, нет брони. Ну и нет подвижности, ни скорости, ничего. Странная вещь, но на вторых, там, третьих левелах, это часто такое бывает, не со стыковки, да, ходовую тоже, конечно же, на топовую качать, потому что нужна подвижность на месте, чем этот танк, даже выкачав вот эти топовые модули, все равно не обладает, к сожалению. Но это дальше сейчас. По оборудованию, единственный правильный вариант это турбина. Почему? Потому что начинаем как раз смотреть. Смотрите, 39 вперед, и это с турбиной, без турбины у вас будет 35 вперед, да, и 15 назад. Всего лишь 14,5 там лошадей на тонну. И действительно, вот с этими характеристиками данная машина вообще не едет. Ну, едет, но очень медленно. То есть, вот, опять же, странность в наших любимых танках, да, в нашей игре. Нет брони и не едет от слова совсем. Ну не едет, ездит как тяжелый танк. Вот, это жирный минус этой машины. Вот, по обзору у нас 288 метров, у меня штраф минус 22, был бы 310. Обзор не самый лучший на втором уровне, и это тоже минус этой машины. Дело не в том, что у меня экипаж не выкачан на 100%, у меня есть штраф. Даже если у вас будет нормальный экипаж, 310 метров маловато. Ну и вторые левела, да. По незаметности танк, казалось бы, небольшой по ширине, по длине, да, но вот высота башни опять оставляет желать лучшего. То есть он высокий, и это минус. Посредственные показатели в незаметности. По огневой мощи, время сведения у меня ухудшилось, плюс 0,16 добавилось, потому что, ну, экипаж не переобучен, да. Но самое ценное здесь это наша барабанная пушка на 4 снаряда. Вот. Кстати, сколько здесь УВН? Минус 6. УВНов тоже нету. По ХП у нас не так уж и много. 340. Значит, смотрите, по снарядам. Итак, бронебойные снаряды у нас летят очень медленно, некомфортно. 732 метра, и стрелять из барабанной пушки с плохим сведением, да, с такой скоростью, такое себе удовольствие, скажем так, сомнительное. Голда здесь у нас подкол, вот она уже летит вменяемые 915 метров в секунду, и здесь действительно комфортно играть. Вот. Что касаемо ББХи, ну фигня полная. Вот, по снаряжению стандартно ставите ремку, экипаж, здесь 3 члена экипажа, первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевого браса. Дальше качайте, как показано в таблице. Давайте по плюсам, минусам танка еще обсудим. Подвижность, у нас в песке первый, самый топовый параметр это подвижность.
Соответственно, на этом танке подвижности нету, поэтому имбой он уже априори являться не может, потому что если нет подвижности, то хотя бы была бы броня. Здесь нету ни того, ни другого. Соответственно, жирный минус по обоим параметрам. Вот. Что касаемо обзора, тоже не топовый, такой полуминус, больше минус, чем плюс. Да. По незаметности танк высокий тоже минус. Вот, по живучести, а средний показатель ни плюс, ни минус. Вот. Единственное, что интересная пушка, барабан на 4 снаряда. И, конечно же, удобно разрядить барабан и заехать за угол, да, на городских картах, либо на рельефных. Но на рельефных у нас УВН не особо позволяет комфортно выдвигаться на противника. Вот, по сути, у нас только один плюс, это пушка. Соответственно, ну, такая себе история. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотреть, как данный агрегат играется в современном рендоме. Вот, посмотрим. Погнали. Господи, Энск. Обзор танчика. ВАЭ Type B, китаец, легкий танк второго уровня, проходная ветка. Попали к первым левелам. М2 Light, Хаго, МКК, ПЗ-2. Так, сейчас повоюем. Сейчас мы повоюем. Покончим с ними! Вот такая у нас подвижность. Ну, не сказать, что прям совсем плохая. Там, едет хотя бы что-то там. Куда-то там. Враг на подходе. Свелись. И где враги? И нет врагов. Пока. Враги повсюду! Это мне нравится! Получи! Вот это громадина! Фиатик обнаружили мы. Миленько! Придется туго! Это мне нравится! Мне нужна новая тачка! Так, ПЗ-2 летует там, да? Враг уже близко! Меня задели! Враги повсюду! Рама останется загляденье! Хорошо пошло! Так, норм. Еще одна волна! Ну, 378, что-то там настреляли даже. Вот это громадина!
молодчик! Вывел его из строя. Ну, КП нет совсем. Скорости не хватает, чтобы носить урон и ездить. Хорошая пушка, хороший пулемет, все здорово, только нету скорости. Враги повсюду! Ну, 515 урона. Что хочу сказать по этой машине? Да, брони нету, понятно. Пушка, в принципе, неплохая. Неплохая на 4 пульки барабана. А вот скорости подвижности танку реально очень сильно не хватает. На месте тоже ворочается достаточно слабо. К сожалению. Нельзя сказать, что это прям супер плохой танк, но и нельзя сказать, что это хороший танк. Средний танк, пушка нивелирует другие проблемы, связанные с отсутствием брони и с отсутствием подвижности. Вот. Спускаться со старших левелов на этом танке, ну, и играть такая себе затея. А вот танчик лучше проходить быстрее и забывать про него. Я считаю, что в ангаре ему не место. Вот второе место заняли по урону. Так что, ребята, пишите свои комментарии по этой машине, какой вы используете оборудование, заходит вам аппарат или не заходит. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.